Привет, друзья! Это шок, это уже не слухи, это открытый фронт. По инсайдам из Берлина структуры федеральной разведки Германии начали масштабную чистку всех абсолютно сотрудников, ранее работавших по совместным программам с американцами. ЦРУ в бешенстве, потому что впервые за десятилетия Берлин демонстрирует: Германия больше не под контролем Соединенных Штатов Америки. Мерц лично санкционировал пересмотр всех договоров о разведсотрудничестве. И если это правда, мы стоим на пороге новой эры, где Вашингтон теряет главный рычаг влияния в Европе. Германия сбрасывает цепи. Но это еще не все. Такого Европа точно не ожидала. Канцлер Германии Фридрих Мерц делает то, на что не осмелился ни один его предшественник. Ни Олаф Шольц, ни Ангела Меркель. Он начал официальную зачистку всего, что связано с Евросоюзом в Германии. Первыми под удар попали европейские институты и представительства, расположенные в Берлине. Источники в парламенте подтверждают: Мерц подписал указ о радикальном сокращении полномочий и численности европейских структур на территории Германии. Мы больше не нуждаемся в чужой бюрократии, диктующей нам, как жить. Такую формулировку, по слухам, увидели в служебной записке, направленной главам федеральных земель. Это бомба. Из Берлина уже уезжают десятки сотрудников Европейской комиссии, а немецкие финансисты замораживают транши в общие фонды Европейского Союза. На улицах, конечно же, протестуют зеленые либералы, но большинство граждан в шоке или поддерживают, ведь 60% немцам, согласно свежему опросу Bild, не доверяют Брюсселю и считают его неэффективной обузой. Таким образом, это не просто бюрократический конфликт, это официальное объявление политической войны Брюсселю. И обратно же, Франция срочно созывает экстренное совещание Европейского Союза, Польша молчит, просто наблюдает, Италия выражает озабоченность, но в открытую не критикуют. Все понимают: если Германия выходит из-под контроля Европейского Союза, все рушится. А Мерц, он продолжает тоже молчать. Никаких объяснений, никаких интервью, только действия, быстрые, точные, порой даже беспощадные. Аналитики уже называют это начало конца Евросоюза, а один шаг и остальные тоже начнут тянуть одеяло на себя. Но есть и другая, еще более страшная гипотеза. Возможно, это только начало большого плана по созданию Европы без Брюсселя, проекта, где Германия станет центром нового союза только с лояльными странами. Польша, Венгрия, Италия, они уже все на связи, и если это подтвердится, Европе осталось совсем недолго. Еще одно направление, которое тревожит нового канцлера Мерца, от него уже Германия тоже в шоке. Парламент загнан в угол, свобода слова под угрозой. Все это стало реальностью после новых решений, которые уже окрестили актом конца веймарской модели. Канцлер Фридрих Мерц под предлогом глубинных реформ политической системы продавливает документ, способный полностью изменить политическое лицо страны. Что это значит? Во-первых, партии, получающие иностранное финансирование, теперь должны проходить спецпроверку на национальную лояльность. То есть, если ты не угоден правящей верхушке, жди блокировки. И уже сейчас ряд оппозиционных движений, включая левых и зеленых, заявили о массовой цензуре и давлении. Но это только начало. Главный удар может прийтись по медиа. Новое решение призывает ввести строгую систему лицензирования для всех журналистов, возможно, даже и для YouTube-каналов, затрагивающих политику. Любой, кто захочет высказать подрывные или нелояльные мнения, рискует потерять право на вещание. Но Мерц не останавливается. Обсуждается идея переформатировать сам Бундестаг, еще сократить число депутатов и увеличить полномочия канцлера. Это уже не парламентская республика, это нечто совершенно новое. Политологи говорят, в Германии формируется технократический подход, где свобода – лишь красивая обертка для контроля. Интересно, что официальные СМИ почти молчат, все больше немецких граждан задаются вопросом: это реформа ради порядка или подготовка к новой системе под европейским соусом? Некоторые источники утверждают, все это было заранее уже согласовано с закрытыми элитами, толкающими Германию к модели Сингапура, то есть жесткой вертикали, экономический рост, ноль политической конкуренции. Мы с вами видим, что Мерц – это лицо новой эпохи. И пока одни кричат о конце демократии, другие уже приветствуют начало немецкой эффективности 2.0.
Таким образом, Фридрих Мерц – это не просто политик, это инструмент. Все громче звучит вопрос, кто на самом деле стоит за этим человеком, который за считанные месяцы обрушил политическую систему Германии. Источники из Берлина и Брюсселя говорят, Мерц связан с закрытым клубом элит, у олигархов, технократов, стратегов из банков и спецслужб, давно мечтающих переписать правила европейской игры. Среди них мелькают фамилии, которые не любят публичности. Один миллиардер из Баварии, владеющий ключевыми долями в оборонной промышленности, другой выходец из ЦРУ, ныне консультант транснационального холдинга, а еще представители цифровых гигантов, которым выгодно полностью контролировать цифровое общество. Говорят, еще в 2023 году Мерц встречался на закрытых яхтах и виллах в Тироле и Женеве с этими фигурами. Там обсуждался проект «Новая Германия», концепция нового техногосударства, где электоральная демократия лишь формальность. Все по сценарию: крах Европейского Союза, отказ от НАТО, зачистка старых партий, контроль СМИ, фильтрация оппозиции и, внимание, концентрация власти в руках эффективных управленцев. Бюрократы из ЕС в панике, потому что они теряют свой контроль, а Мерц вместо оправдания демонстрирует абсолютную хладнокровность. Он, похоже, не боится даже скандалов, которые могли бы уничтожить любого другого лидера. Почему? Потому что он не один. Интернет взрывает теории. Возможно, это глобальный эксперимент по управляемому переходу от устаревшей демократии к новой техномодели. И Германия первая, скажем так, лаборатория. Мерц просто идеальный носитель, элитный, дисциплинированный, хищный. Конечно же, у вас возникает вопрос, кто будет следующим и сколько еще демократий падут в рамках этого плана. Сегодня ясно одно: Брюссель нервничает, а на юго-востоке Европы движется лавина. Польша, Италия, Венгрия и, возможно, даже Австрия. Страны, уставшие от указок Еврокомиссии и навязанной либеральной повестки, готовят новый шаг. Впервые за десятилетия на повестке идея возможного выхода из Европейского Союза и создания, внимание, Союза суверенных государств. Проходят разные закрытые встречи, где обсуждаются новые архитектуры Европы без Брюсселя, без евробюрократов, без зеленого диктата, который ранее был. Только торговля, безопасность, границы и полная независимость. Именно туда сейчас тянется и Германия с ее новыми законами и разрывом с США. Италия, несмотря на внешнюю лояльность, уже начала сворачивать общие программы с Еврокомиссией. Кроме этого, вы знаете, что и Польша, и Венгрия давно в конфликте с Брюсселем. И теперь появляется шанс собрать альтернативный блок, где каждый сам себе хозяин. Это конец единой Европы в старом ее виде. Но мы-то прекрасно с вами понимаем, что это не просто геополитика, это удар по евро, по военным структурам, по будущему всего континента. ЕС уже проводит агрессивную кампанию в СМИ, планы суверенистов, угроза стабильности. Но поздно, процесс пошел, а Фридрих Мерц, по слухам, один из тех, кто одобряет и даже координирует эти все усилия. Немецкая пресса сегодня молчит, французская вообще в истерике, Макрон в ужасе от того, что Мерц и Орбан могли договориться о неформальном союзе. Все идет к большому расколу, одни за старый Европейский Союз, другие за новый, хищный и суверенный союз. Вопрос, кто из них победит, и успеем ли мы с вами хоть что-то понять до того, как карта Европы полностью изменится. Уже просматриваются первые черты. То, что делает Фридрих Мерц, это не внутренняя реформа, это начало нового мирового порядка, в котором Германия выходит из-под всех внешних влияний и начинает диктовать собственную игру. Отказ от американского оружия, война с евробюрократами, закон, подрывающий основы партийной демократии, и теперь союз с другими странами Европы вне рамок Европейского Союза. Это уже не изменение, это революция. В Берлине шепчется, у Мерца есть план на 10 лет. Его цель – создание новой сверхдержавы Европы, но без старых зависимостей и альянсов, без Вашингтона, без Брюсселя, без МВФ и НАТО. Только Берлин и те, кто готов подчиниться его условиям. По сути, это перезапуск Европы с нуля, где Германия станет тем, кем не смогла стать в 20 веке, не просто экономическим, но геополитическим центром континента. Инсайдеры говорят, что в недрах правительства уже разрабатываются новые инструкции от цифрового конституционного совета до альтернативной валютной зоны.
Старые механизмы рассыпаются, все, что мы знали, стремительно устаревает, а на смену приходит жесткая модель управления с минимальным доверием к народу и максимальной ставкой на эффективность и элитарное принятие решений. Под шум внутренних конфликтов, внешних скандалов и падения евро Германия молча создает абсолютно новый режим и делает это с такой скоростью, что мы с вами даже не успеваем реагировать на это. Мировые СМИ не понимают, что происходит, а те, кто понимает, боятся сказать вслух. Сейчас мир стоит перед фактом. Европа, которую мы знали, закончилась. Наступает эра стран хищников. Это эра тех, кто не спрашивает разрешения. И Фридрих Мерц ее первый игрок. Если вам понравился мой рассказ, поддержите подпиской и лайком и обязательно напишите в комментариях, вы за нового Мерца или вам страшно, что будет со старой Европой. Спасибо за просмотр, дальше будет только горячее.